Всем привет, мы на канале КС. Сегодня вы узнаете, как на скретче очень быстро сделать свою первую анимацию. Не нужен огромный код, это легко. Давайте начнем. Но для начала посмотрите примеры анимации, сделанные на скретч мной. Не буду вас задерживать. Этап 1. Подготовка рисования. Этап 1. Подготовка. Во-первых, нам надо нарисовать сами объекты. Это спрайты называются, субъекты, объекты. Во-первых, чтобы изменить, мы заходим в наш спрайт, его удаляем. Наводим на вот этого кошака и жмем кисточку. Все готово, у нас создался новый спрайт. Здесь нам надо нарисовать наш костюм как бы. То есть это мышка, это выделение. Вот это потом расскажу. Кисточка это рисовать. Вот так отмена, кстати. Ну, растик, понятно, заливка это заливает. Линии делает. Ну, текст, делать текст. Круг и квадрат. Вот эта вот фигня нажимаешь, и оно вот так можно самим менять. В общем, сейчас мы нарисуем машину. Мы сделаем анимацию как машина, доминатор, допустим. Ну, в этом случае будет машина въехать. Рисуем первый костюм. Так, мы нарисовали саму основу уже почти, она у нас будет смотреть вправо, да. Теперь нам нужно как бы ее залить. Делаем прямоугольник и вот этой фигней его подгоняем под размер нашей машины. Его надо поставить на задний план. Нажимаем, все готово. Теперь у нас будет он сзади. Все, подгоняем под размер машины. Также готово. Теперь нам нужно сделать лобовое стекло линией. Соединяем ее как бы как квадрат. И берем заливку. Можно еще взять вот такую и цвет вот так. Не надо. Заливаем. Теперь мы можем квадратом сделать окно. Побольше окно все-таки. Ну, побольше, но не настолько. И нажимаем копировать. То есть вот этой мышкой нажимаем копировать, вставить. Ставим еще сюда. Готово. Теперь линией нам надо нарисовать как бы сам контур двери. Вот так. И вот тоже можно копировать. Но я, пожалуй, нарисую немного по-разному эти двери. Конечно, дверь большая-большая, но вы можете делать ее нормально. Сделали ручки. Теперь колеса. Делаем круг. И ставим его. Если у нас колеса должны быть как бы, как объяснить. В общем, можем нажать на задний план также. И они у нас будут вот здесь. Копируем, вставляем. И добавляем колесо. Теперь очередь фар. Делаем фары тоже кругом. Заливка меняется вот тут. Ну или вообще цвет. А это контур. А блок будет не такой большой. Сохранить на свой компьютер. Сохранить. Все, наша машина готова. Давайте ей камеру только нарисуем. Вот такую камеру. Все, теперь нормально. Задаем ей размер 60, она у нас будет небольшой. Теперь нажимаем сцена, фоны. Здесь мы попадаем в код, тоже нажимаем фоны. И в этом пустом фоне мы рисуем, что нам надо. Готово, мы нарисовали. Теперь нам дорогу еще надо. Теперь точно готово. И начинаем программировать нашу машину. Переходим опять сюда, нажимаем на нее. Перетаскиваем ее на экране в угол. И теперь нам нужно зайти в события. Ставим кадафрагов назад, то есть это самые от начала. Этап 2. Код. Теперь надо поставить блок движений, перейти. Оно так должно остаться. В внешнем виде ставим показаться. И теперь нам нужно
запрограммировать движение. Заходим в движение, пылить 1 секунду в точку, но блок не ставим. Сначала давайте на экране передвинем машину туда, куда она должна приехать. Теперь мы ставим блок и смотрим, что у нас что у нас вышло. Готово, как-то так. Хорошо, теперь нужно сделать торнадо. Для этого мы снова делаем новый спрайт и ставим вот такое затемнение. Мы должны оно у нас какое-то странное, да? Так что нарисуем вот такую фигню. Окей. Если что, я делаю это в Turbo Warp. То есть это не, но это как Scratch, но это как бы здесь еще есть прозрачность. И теперь опять новый костюм. Это вот тут кисточка. И меняем их местами просто. Хорошо. Теперь ставим, программируем. Когда фрагмент нажат, показаться, перейти и ждать 3 секунды. То есть надо вот так спрятаться, перейти, вот так показаться и повторять 100 раз следующий костюм. И в события заходим, ждать 1 секунду, ждать 0.1 секунду. 0.1 секунда. И ставим 100 раз по 0.1 секунде, это выйдет 10 секунд. Давайте смотреть. Да. Выглядит, конечно, странно, поэтому мы добавим вот так. То есть, как бы то, что там еще новое что-то появляется. Здесь слишком много. Надо это нормально пофиксить. Все, окей. Теперь должно быть получше все-таки. Ну, если так сойдет. Не, ну вообще нормально. Делаем новый спрайт. Задаем ему прозрачность. Прозрачность должна быть довольно не такая же прозрачная. И ставим тот же самый код этому спрайту. Но убираем вот это и ставим если то. Зачем нам, если то не знаю. Повторять всегда. То надо повторить 10 раз. И теперь самое интересное. В внешнем виде ищем установить эффект прозрачность 100. Теперь ставим изменить эффект прозрачность на -10. Вот такой код должен быть. Хорошо, теперь смотрим, что у нас выйдет. Все хорошо. И теперь у нас нужно сделать, что оно исчезнет. То есть после этого спрятаться. А здесь надо сделать, ждать 10 секунд и спрятаться. Так как торнадо у нас будет идти примерно 10 секунд. Машина у нас примерно через 7 секунд. Заходим в движение. И ставим блок повернуться в направлении 90 градусов. 90 точнее. Можно просто. Теперь ставим ждать 7 секунд, повернуться на 15 градусов. Давайте сделаем на 10. Это будет вот так. Хорошо. Повернуться на 10 градусов. Теперь надо убрать как-то на экране пока что вот этот. И машину мы опять перетаскиваем туда, куда ее должно унести. Ставим ее сюда. И ставим опять блок пылить. А затем спрятаться. Давайте посмотрим, что у нас с этого выйдет. Да, вроде все нормально, но почему машина не темная? Это потому, что мы не поставили вот сюда перейти на передний слой. Готово. Теперь все должно быть правильно. Вот. Ждем 7 секунд. И машина улетела. Мы можем сделать ее быстрее, изменив время, например, на 0.5. И все. Фон. Насчет фона. Мы опять заходим в фон. И рисуем. Копировать. Новый фон. Вставить. И делаем то, что дорога у нас с помощью вот этого инструмента. Что дорога у нас в какой-то степени все-таки поломалась. Еще немного используем растик. И трава как бы, ну, тоже немного поломалась. Ну, как поломалась. Как бы она вот так опустилась. Все. И немного добавим травы, которая просто улетела. И поставим, когда флажок нагад. Это, если что, мы в сцене. Код. Когда флажок нагад. Переключить фон на фон 1. Ждать 6 секунд.
переключить фон на фон 2. Смотрим. Наша первая анимация готова. Теперь можно ее изменять, добавлять что-то новое, например, можно еще сделать правное, оно будет исчезать, вот эта вот фигня. И этап 3, дополнительная анимация. И последний этап — это смена костюмов. То есть, если тут у нас уже были костюмы, то понятно, что машина должна не просто приезжать, а опускать еще броню, ну и вот это вот все. Давайте. Теперь нам нужно нарисовать, конечно же, их. Итак, готово. Теперь нужно сделать саму эту анимацию. Давайте. Для этого нам нужно найти, где он, когда он приезжает. Поставим в начало блок из внешнего вида, изменить костюм на костюм 1. И теперь сделаем из управления, найдем, повторить 10 раз. Поставим следующий костюм. Посчитаем, сколько у нас костюмов. У нас их 5. Получается, ставим повторить 4 раза. И смотрим. Это было очень быстро. Поэтому давайте поставим ждать 0.1 секунду. 0.1 умножить на 4 будет 0.4. Это я просто. Поэтому надо поставить там 6 и 6. Это тоже было быстро. Но прикольно. Готово. Теперь наша анимация вот такая крутая. Ну и всем пока. Вы были на канале Кэт. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите в комменты. Смогли вы сделать свою анимацию или нет? Если нет, то ролик посмотрели.